Петербург уж точно сильно чище. С тем же Тель-Авивом, если сравнивать. Ужас. Ты идешь, каждая третья улица, ты будешь проходить и чувствовать запах, извиняюсь, выделений каких-нибудь человеческих, кошачьих, собачьих и так далее. Ты будешь чувствовать запах мусора, просто куски еды какие-то, бутылки, еда, вот это вот все это валяется, гниет, воняет. Неприятно. 40% людей ездят здесь пьяными за рулем, и для них это считается нормальным. Реклама отличная у Израиля. Пиар-компания. И сарафанное радио отлично работает. Все рассказывают про Израиль просто великолепные вещи, а по факту ты приезжаешь и расстраиваешься, потому что ты в очередной раз доверился, а получил то, что получил. Здесь от шабата до шабата брат обманывает брата. Про ЛГБТ-сообщество. Мне неприятно идти и смотреть, как два мужика сосутся. Мне неприятно. Ракета в 50 метрах от меня упала. По сути, мы оказались бездомными. Ой, с вами все хорошо. Блин, да нехорошо, у меня дома нету. Я вещи свои выкинул, а вы мне ничего дать не можете. Вы меня через месяц выселяете с отеля, не пойми куда, говоря, что я не должен ничем заниматься. А когда я выхожу на работу, мне говорят: Михаил, вам тут помочь хотят, пришли помогать вам, а вы на работу ушли. Типа, не офигели ли вы? Всем привет, друзья! Сегодня мы подсветим тему, о которой вообще не принято говорить в израильском ютубе. Человеку закрыли выезд из Израиля из-за долгов. Он вынужден работать на низкоквалифицированных работах. Сталкивается с обманом, с бюрократией. Его девушку просто не пускают в страну, а его дом уничтожила иранская ракета. Это интервью — откровенный взгляд на жизнь репатрианта без фильтров. Ну что, вы готовы услышать правду? Давай сначала познакомимся, расскажи, как тебя зовут, кто ты, откуда. Всем привет, меня зовут Миша. Я в Израиле почти 3 года. Если вкратце о себе, то я музыкант, грузчик. И, собственно, чем и занимаются обычно в Израиле люди творческие, которые не успели найти себе нормальное место. Так и запишем. Я думаю, что да. Музыкант, грузчик. Музыкант, я просто думал, что пусть так и оставим. Музыкант-грузчик. А у меня на самом деле так и было записано в телефоне. Ну, мне кажется, это можно даже как бэкстейдж оставить. У меня есть другой персонаж, Рома Рокер. Он так и записан, Рома Рокер. Рома Рокер. А это музыкант-грузчик. Будет Миша музыкант-грузчик. Главное, что музыкант первым. Грузчиком я быть не особо хочу, если честно. Ну это так, временное, понятно. Почему ты решил репатриироваться? Ответ простой, как и очень многие, я думаю, кто переехал в одно время со мной в октябре 22 года или чуть раньше где-то, соответственно, после февраля 24, если не ошибаюсь. Из-за войны, из-за мобилизации, из-за того, что моя страна напала на своих соседей. А почему в Израиль? Ну, как минимум, потому что у меня здесь есть корни. Это было самое, наверное, реализуемое и самое интересное из всех моих вариантов. Во-вторых, вообще в Израиль мы планировали с братом еще в 2019 году переезжать. У нас была мысль об этом, но не особо сложилось тогда. Мы тогда были еще зеленые слишком, молодые. Расскажи вкратце, кто вообще переехал, кто из родственников у тебя есть в Израиле в этот момент? Вкратце, да, у меня сюда сначала переехал брат со своей женой, через полгода где-то переехал сюда я, и еще где-то через год переехала младшая сестра сюда по программе учиться. Я не помню, как называется, по-моему, на Але. Она переехала, она живет в школе, учится в школе, то есть родители у нас сейчас не в этой стране, к сожалению. Отец в Финляндии, мама в России. Мама собирается сюда переезжать вместе с бабушкой, но пока что им переносят каждый раз, уже 3-й раз, по-моему, перенесли встречу с консулом. Вот, хотя мы знаем, что им точно все подтвердят, потому что мы все здесь по одним и тем же документам, потому что это все вот по маминой линии идет. С какими трудностями ты столкнулся при оформлении документов? И почему затянулся процесс? Так, ну вот, собственно, как я переехал, я ждал на протяжении, наверное, полугода, чтобы получить хоть какие-то документы свои. Каждый день ходил в министерство, МВД в Хайфе, вот эта вот кукуруза, всеми любимая или нелюбимая. Ходил туда реально на протяжении недели, наверное, раза 3 минимум. И это длилось, я не знаю, пару месяцев, наверное. Документы, я не могу сказать, по какой это причине затянулось на такой долгий период, но меня мучили действительно несколько месяцев. Постоянно, я уже не помню, это было достаточно давно, 2,5 года как минимум. Просто мне постоянно говорили: вам надо прийти в другой день, вам надо прийти в этот день запись отменилась, в этот день еще что-то, в этот день я опоздал. И вот так вот каждый день было.
Просто я уже даже не помню, что именно происходило, но документы я первые получил в марте, если не ошибаюсь. У меня появился вот этот вот перед Теудат Зеутом карточку дают, которую я не помню, как она называется. А Теудат Зеут у меня вообще с июня, с 6 июня 2023 года. Приехал я в октябре 2022. Обычно же всем дают в порту прям. Кому-то, да, вот брат у меня получилось так, что они приехали с его женой, они получили за 4 дня буквально. Я делал все точно по такой же тактике, я пошел, по-моему, на следующий день прямиком в МВД, как прилетел, но мне, к сожалению, уже не так сильно повезло, как им. И если в их случае 4 дня, в моем случае 4 месяца минимум мне приходилось ходить, шляться туда-сюда и, соответственно, еще что-то придумывать с работой, потому что я, напомню, я 22-летний пацан на тот момент, приехавший из Петербурга, не имеющий ничего абсолютно. Да и как, собственно, и сейчас, после того, как ракета долетела, но это, я думаю, мы попозже придем к этой теме. Тебе просто разворачивали? Почему так долго, типа? Почему? Непонятно. Я честно, я уже не помню, из-за чего именно, но они меня постоянно что-то куда-то перенаправляли, что-то мурыжили. Помню, что была какая-то женщина, как-то куратор, которая должна помогать, но так получилось, что я как-то один раз дошел до их офиса, мне что-то сказали, что не особо мне помогло, я понял, что этот человек не особо намерен помогать. То есть я такой человек на тот момент особенно был. Я приехал из Петербурга, я культурный, если я вижу, что я людям доставляю какой-то дискомфорт, как мне кажется, я же не до конца понимал, что это их профессия, и что мне надо прийти и требовать от них, чтобы они выполнили свою работу, как я уже сейчас, я понимаю, что в Израиле это именно так и работает. Но тогда я приехал, и, конечно же, мне неловко, человек не хочет особо что-то делать, и я не могу его заставить, это же его личное дело, право. А сейчас я понимаю, что это его работа, и надо было давить на них и общаться совершенно по-другому с ними. Тогда я этого не понимал, я приехал в чужую, ну, как бы я хоть и еврей, но я приехал в чужую страну, и для меня все новое, я стесняюсь. Мне просто было неловко что-либо как-то нагреть, потому что я, чувствовал себя чужим, как и сейчас все равно это присутствует в Израиле, что ощущаю себя чужим здесь, хотя это, по сути, моя страна в том числе, я гражданин этой страны, я еврей. Почему так происходит? Это тоже в процессе, думаю, видео мы, может быть, раскроем. Как ты оцениваешь общее отношение к репатриантам в Израиле? Честно, не знаю, не могу понять. У меня есть истории знакомых, у которых вроде все в порядке. У меня есть моя история, которая не вижу, что прям в порядке. У меня есть истории, когда еще все хуже. И честно, я не понимаю, как ответить до конца на этот вопрос, но именно со своего опыта личного я скажу, что я замечаю моменты с каким-то, наверное, с определением по национальному признаку, что ли, потому что, потому что я вот такой вот белый голубоглазый русит, именно как будто бы поэтому. Я периодически ощущаю какое-то неуважение в свою сторону, просто, не знаю, из-за того, что моя страна сделала, из-за того, что я сюда приехал, и, видите ли, им надоело, что сюда постоянно в их страну приезжают какие-то с других стран люди. Но извините, я еврей, я приехал домой. Как я вообще-то думал, на секундочку, как я хотел, как я это видел, как мне об этом рассказали. Реклама отличная у Израиля, пиар-компания, и сарафанное радио отлично работает. Все рассказывают про Израиль просто великолепные вещи, а по факту ты приезжаешь и расстраиваешься, потому что ты в очередной раз доверился, а получил то, что получил. Например, что рассказывают и что? Можешь какой-то пример привести? Вот, например, что-то рассказывали, и ты приехал в Израиль и понял, что это совсем не так. Как минимум про отношения людей, то, что здесь все друг другу помогают, что здесь все как брат за брата. А по факту я вижу, что здесь от шаббата до шаббата брат обманывает брата. В 85% случаев я вижу, что от шаббата до шаббата обманывают. Остальные 15% помогают. Но вот эта вот разница, она очень сильно... то есть я, опять же, не хочу обобщать и говорить, что все плохие. Но на моем израильском пути за эти 2,5 года получилось так, что большая часть людей, как бы это ни звучало грустно, но плохая. Опять же, я сейчас просто делаю такие критерии хороший и плохой, но это можно углубляться в это и обсуждать это кучу времени. Просто я не хочу захламлять ваш эфир. Хороших людей тоже достаточно, они встречаются.
но, к сожалению, все как будто обижены, расстроены, недовольны, общаться не умеют. Вечное хамство. Про отношение к репатриантам, когда я прихожу, я жил не в самом, конечно, лучшем районе, но я прихожу, и от ребят с кожей потемнее моей мне вот так вот кидают монеты просто и продукты мои. Вот, условно говоря, эта бутылка с газировкой, они ее кидают, я же ее даже открыть не могу после этого, потому что, ну, газы, как бы я даже попить это не могу. Они действительно берут и кидают банку. Просто вот как назло, я не понимаю, почему нельзя нормально выполнять свою работу. Вам за это платят деньги. Не я даже вам плачу деньги, вам платит ваш начальник. Это где, в магазин кидают? В сити-маркете в обычном. Это был обычный сити-маркет. Я туда ходил каждый день. Каждый день у меня вот такие вот взгляды были. Русскоязычные были? Нет, это были люди афроамериканской внешности и в основном девушки еврейской внешности, которые вот такие вот губастые, с огромными глазами. Я не знаю, что они из себя представляют, но работая в сити-маркете, они, видимо, чем-то очень недовольны и выплескивали это недовольствие, как будто бы на меня, потому что, я говорю, вот эти вот взгляды прям вот так вот, это я очень часто встречал, прям это как отдельный вид искусства для них. Глаза наверх и цокнуть. Какое-то вот предвзятое отношение. Со мной никто не общался, никто не хотел от меня слова слышать. Сразу отношение такое, как будто бы я, не знаю, как будто я их обидел чем-то. Вот по отношению людей, евреи, не евреи, что ты имел в виду? Ситуация была, я работал на тот момент тоже на перевозках квартир. Приезжали мы, перевозили квартиру явно какого-то непростого человека, потому что перевозили мы его в огроменную виллу. Выглядела она, конечно, ну, для меня это не показательная роскошь какая-то. То есть это не выглядит со вкусом, это выглядело очень безвкусно, но вилла огроменная. Вот. И человек, я в какой-то момент к нему подхожу, у меня иврита нету, то есть там цат-цат максимум. И я подхожу к человеку, говорю, на английском обращаюсь, и я делаю работу для него. Я ему ничего, опять же, плохого не сделал. Я аккуратно упаковываю его вещи. Я вообще чаще всего работаю в перчатках. И, ну, то есть с уважением к вещам людей, как хотел бы, чтобы если перевозили меня, так я перевожу людей, потому что я хочу делать все, я привык так делать. Меня дома воспитали именно так, что делай так, как хотел бы, чтобы делали для тебя. Соответственно, я к нему подхожу, обращаюсь, спрашиваю, дяденька, мы еще упаковывали в коробке их вещи все. Прошу просто обычный нож для того, или ножницы, чтобы скотч отрезать, чтобы постоянно не отрывать. Он на полуфразе мне вот так вот делает рукой, говорит, на английском мне отвечает, я не разговариваю на английском, и уходит. Подхожу к начальнику, говорю, попроси, пожалуйста, для меня ножницы, нож, что-нибудь, чтобы я мог работать со скотчем. Он подходит к этому Йосси, его, по-моему, зовут, подходит к этому Йосси. Йосси что-то цокает, там что-то говорит на иврите, и в какой-то момент я вижу, как он мне кидает нож вот так вот в ноги, то есть я стоял где-то на расстоянии метра, куда прилетел нож, но сама суть, что он берет вот так вот нож и просто кидает его на пол, как какой-то собаке. Но я сделал вид, что я просто не увидел этого ножа, и, ну, он так и остался валяться на полу, потому что я не собирался это поднимать, это была какая-то явная подачка, и честно, если бы не человек, с которым я работал, у меня была мысль вообще оттуда уйти, но я человек ответственный, не хотел оставлять ребят вдвоем работать без меня. Это было бы не очень правильно с моей стороны. То, что поступил тот человек вот так вот, это его тоже, я думаю, накажет судьба за такое поведение, за такое предвзятое отношение. Расскажи, как ты оказался в долгах. В долгах я оказался, наверное, чуть больше, чем через год как раз-таки после того, как приехал сюда. Все было в порядке, плюс-минус. У меня была кредитка, хотя я всячески просил не выдавать мне ее, потому что у меня не особо была развита финансовая грамотность на тот момент. Сейчас вроде получше, но я уже в долгах, что поделать. Все было в порядке до того момента, пока мне не увеличили лимит, не сказав мне об этом. Я-то упирался в тот предоставленный и не мог тратить больше, и всегда его закрывал с зарплаты. Все шло нормально. После чего началось 7 октября, и плюс-минус в это же время мне, по-моему, за месяц до этого, может быть, увеличили лимит. И я в какой-то момент понимаю, что я вышел уже за свой лимит, который планировал. Мне уже немножко на пару тысяч труднее его покрыть. Плюс начинается 7 октября, а я за примерно неделю до этого уволился с работы, потому что собирался уезжать к
отцу в Финляндию улетать. То есть у меня уже были куплены билеты на 10 октября. Вот прям помню, что это было 10 октября. У меня было куплено 2 билета с пересадкой. Деньги мне за билеты не вернулись. Зарплата, которая пришла, я ее, соответственно, потратил на квартиру, потому что мне пришлось снимать заново, арендовывать дальше квартиру, в которой я остался, хотя не должен был в ней оставаться. Я должен был 10-го улететь и какое-то время не присутствовать в Израиле. Я купил в одну сторону билеты и хотел посидеть с отцом увидеться, потому что мы не виделись уже там больше года на тот момент. Я должен улететь 10 октября. 7 октября начинается 7 октября. У меня сгорают билеты, я не улетаю. Мне надо покрыть квартиру, соответственно, в которой я остаюсь. Я оплачиваю квартиру, у меня не хватает денег на то, чтобы закрыть долги. Те долги увеличиваются. Параллельно происходит еще тоже куча неправильно принятых решений. Месяц я не выхожу на работу, потому что мне страшно выходить, потому что по нам пуляют каждый час, по-моему, тогда с газа прилетала какая-то фигня, реально. Ну, раза 4-6 мы бегали в бункер за день, это я точно помню. Я еще просто жил в бункере на тот момент, в комнате, в которой, кстати, были написаны все мои песни последние. И я помню, как ребята ко мне постоянно прибегали в бункер. Это было несколько раз за день. Собственно, так начались мои долги. После этого произошло еще несколько ситуаций, после которых мне не хватало денег, после того, как я потерял сумку с деньгами. Дальше. Одна из ситуаций была тоже, после которой мне сильно ударило по карману. Я работал на стройке, очень много времени, сил отдал, несколько месяцев там работал, пытался накопить какую-то сумму. В итоге получил зарплату, одну из последних, крайних на тот момент. Уехал в Тель-Авив смотреть квартиру. Собирался переезжать в Тель-Авив, устал от Хайфы. Хотел снова пожить в центре, почувствовать какой-то жизни, привезти девушку, потому что в Хайфу я ее не особо хотел везти после Петербурга, ей бы явно понравилось не так сильно, как в Тель-Авиве. Твоя девушка в Петербурге, да? Моя девушка в Петербурге живет, да. Еду смотреть квартиру в Тель-Авиве, все деньги с собой. У меня было на тот момент чуть меньше 7 тысяч. Наушники в сумке, пауэрбанк в сумке. Ну, куча такой приятной мелочи, которой я пользуюсь постоянно на повседневке. После чего, после того, как я съездил в Тель-Авив, я вернулся, и мне надо было проводить сестру в школу. Она учится под Хайфой. Мне нужно было взять ее чемодан, вещи, помочь ей доехать до школы, проводить ее в школу и вернуться обратно. Приехал автобус, я помню, что мне стало то ли жарко, то ли холодно, то ли я надевал, то ли снимал кофту. Мне пришлось из-за этого снять сумку. И я ее положил, по-моему, на чемодан. Но подъехал автобус, у него еще, как назло, открылась только одна дверь из двух, а этот чемодан огромный. И я, видимо, когда пытался в эту дверь протиснуться с этим чемоданом, сумка где-то выпала, как я предполагаю. И вот мы едем, нам ехать одну остановку, мы едем, я понимаю, что на мне нету сумки. Потом я сразу же понимаю, что там 7 тысяч шекелей. И сразу же понимаю, что там все, кроме Таудат Зеут. Это Таудат Зеут, кстати, я оставил перед этим в магазине, тоже думал, что потерял, не суть. Все, кроме Таудат Зеута. Мы выходим на остановку, где школа сестры, и у меня начинается паника. Я понимаю, что я сейчас там должен отдать другу за квартиру, у которого живу, снимаю комнату. Я должен переехать в другую квартиру в Тель-Авив. Я должен на что-то питаться. И это все у меня было в наличке, потому что у меня счет уже заблокирован в банке, у меня уже долг. И все, я понимаю, что на данный момент я просто оказался без всего, и без квартиры, по сути, и без оплаты этой квартиры, и без денег. И у меня начинается паника, я пытаюсь остановить хоть одну машину, и вот как раз-таки в плане помощи, о которой вот мне рассказывали, о том, что здесь все друг другу помогают. Мне кажется, большая часть людей, особенно которые в Хайфе живут, знают, что там, где я стоял, что там находится школа детская. Все видели, что я стою с ребенком, с девочкой. Я был одет в какие-то рыжие штаны, у меня была какая-то тоже футболка, яркая майка. Я не выглядел как какой-то араб, какой-то человек подозрительный, скажем так. Я просто молодой пацан, который пытался остановить тачку. В какой-то момент у меня начинается истерика, честно, я прям, меня начинает трясти, у меня начинают слезы, потому что я не понимаю, что мне делать. Мне единственное, за что было стыдно, это все происходило перед сестрой, я стоял, ругался, это все наблюдала моя младшая сестра. Я пытаюсь остановить машину, мимо меня проезжает. И там еще светофор на этом перекрестке и выезд на трассу. И они проезжают первые, вторые, третьи, просто десятки машин проезжают, и ни одна машина даже не остановилась посмотреть, что случилось. То есть видят, что человек, не очень уже как бы адекватно реагирует на то, как пытается остановить машину, хотя вначале я спокойно стоял. И так показывал, и так. И в какой-то момент я уже вот так показываю людям: пожалуйста, остановите. Может, меня змея укусила, может, я сейчас сдохну. Ни один человек даже чуть-чуть не остановился посмотреть, что произошло. Все проезжали мимо, машин 100, мне кажется, проехало мимо. В итоге я отвел сестру, сказал все это, отвел ее в школу и пошел пешком, потому что автобус ближайший был написано через полчаса. Пошел пешком в сторону остановки. Пришел, сумки, конечно же, не было.
Ну все, я уже немного подуспокоился, попросил у кого-то сигарету, стрельнул. Немного меня это успокоило. Прихожу в полицию, говорю эту ситуацию. Они сначала не особо меня слышали, потом такие: мы тебя найдем, вот так прям, мы тебя найдем, мы тебя найдем. Я говорю: там не было моего Таудадзеута, вы меня не найдете, если вы найдете сумку. Они такие: ну... И вот так просто сразу продолжают общаться друг с другом. И все, то есть как бы: парень, отвали. Я стою, говорю: типа, можно я заявление напишу? Они там, что-то... Я даже не помню, как реагировали. Ну, короче, они не реагировали на меня. Им было пофиг, просто максимально им было по болту. Им вообще было неинтересно, что со мной произошло. Я им говорю: там были все мои деньги. Вообще отвали. Хотя, ну, я знаю, что там камеры 100% были. Это было напротив футбольного поля в Хайфе. Я не верю, что в такой стране, как Израиль, в таком людном месте не будет камеры на остановке. Вы могли посмотреть, вы хотя бы могли дать мне надежду какую-то, что я увидел, что полиция работает в этой стране, а я увидел, что всем пофиг, что сначала машины проезжали, всем пофиг, что потом полиция пофиг. Конечно, когда я рассказал эту историю, мне все сказали: на что ты надеялся и так далее. Но я надеялся на то, что мне рассказывали про эту страну. Я не понимаю, кто эти люди и где вы находите такую информацию, что в Израиле все друг другу помогают. Но из своего опыта я скажу, что это нифига не так. Вообще не, ну, даже и близко не стояло. Я не знаю, пару человек какие-то встречались, которые действительно что-то где-то хотят помочь. Но это единицы. И чаще всего это русскоговорящие какие-то евреи. И местные... Не знаю, я не помню, когда ко мне местный прям такой: о, да, там, Миша, давай, ну, просто с хорошим отношением. Чаще всего местные на меня: русит, еще что-то. Это я постоянно замечаю. И неприятно, и, конечно, тоже трудно любить страну, когда к тебе вот, ну, постоянно вот так относятся, хотя ты ничего не... Что я сделал? Не выучил иврит? Расскажи про свои работы. Какие работы были самые тяжелые? Я много где переработал. Значит, началось все с массофонов, с инвентаризации. Мы ездили, утро, вечер работали в этих магазинах, считали товар этот. Конечно, было сумасшествие. Мы могли приехать в 6 вечера, уехать оттуда в 4 утра. У тебя совершенно сбитый график. Это было не то чтобы тяжело, в этом была даже какая-то своя атмосфера, потому что я там еще работал со своим достаточно близким другом, и мы постоянно ездили, обсуждали. Он тоже музыкант, он музыкант и актер. Кстати говоря, он уехал сюда, вкратце такая небольшая история. Парень сюда уехал, его лицо висит, он в ТНТ снимался в сериале, да, он много где снимался уже. Лицо висит по всей, опять же, не по всей, но его лицо висит, физиономия в Москве на этих. Он приезжает сюда и здесь посуду моет за 32 шекеля в час в Хайфе. Вот такая вот ситуация. Вот, собственно, тогда было весело, потому что мы с ним каждый день ездили, обсуждали музыку, слушали, писали тексты, и было как-то, ну, атмосферно. Когда друзей здесь нету, здесь сильно тяжелее. Особенно здесь очень большой контингент людей, которые вообще не моего плана люди. То есть контингент здесь такой, что периодически я чувствую, что я очень сильно тупею. Люди, от которых пахнет веществами какими-то, алкоголем, я это не переношу. И здесь это очень часто встречается. Еще чаще, чем в России, блин. Я думаю, это у нас в Питере синяки всякие ходят. Контингент здесь такой. Есть, можно найти своих ребят, но как будто бы все компании уже позабились по своим углам, и как-то вклиниваться мне, не знаю, я немножко стеснительный периодически бываю парень. Может быть, как-то это играет роль. Я работал на стройке, я работал на перевозках квартир, я работал на разгрузке контейнеров. Самое тяжелое, возвращаемся просто к контингенту, было на разгрузке контейнеров, потому что мы работали с человеком, который в 6 утра он нас встречал у машины с бутылкой, уже наполовину выпитой бутылкой пива. Соответственно, от человека пахнет. Он нас везет на работу. Для меня это вообще был пункт, который невозможен, чтобы я ехал с человеком, который пьяный за рулем. Для меня это невозможно, а в Израиле 40% людей ездят здесь пьяными за рулем, и для них это считается нормальным, и они, ну, считается нормальным рисковать чужими жизнями, получается, не знаю. Для меня это не норм. И вот это была самая неприятная работа, когда тебя в 6 утра уже встречает алкаш, и вы едете заниматься вот этой вот фигней. Это немножко ломает даже как-то твои принципы внутренние, что ли. И причем денег не сказать, что сильно много каких-то заработал. Мне, да, хватало там на нормальную жизнь. Я мог снимать дом, мне было комфортно, у меня было свое место хорошее, которое впоследствии разнесли, и государство мне никак не смогло помочь с этим. Привет, меня зовут Алексей Шенкер, и я автор этого канала. Здесь говорят правду, которую другие боятся озвучить. Реальные истории патриантов, острые социальные темы и все, что обычно остается за кадром у других местных блогеров. Все это здесь, на этом канале. Если вам важны честность, независимость и реальные неискаженные истории,
Поддержите мой канал прямо сейчас. Нажмите «Спонсировать» и станьте частью проекта, где правда звучит громко. Вот ты творческий человек, музыкант. Расскажи, удалось ли как-то реализовать себя и свое творчество в Израиле? И вообще расскажи про свое творчество. Да, я музыкант, то есть я выпускаю музыку как для себя, как артист от своего лица, сам себя продюсирую, сам свожу, сам записываю комнатки у себя в этой. А в каком направлении? Я бы назвал это все просто попсой, потому что я делаю и в стиле рока, какого-то поп-рока, делаю какой-то, может быть, наподобие рэпа, но тоже, опять же, какого-то попсового. В целом все звучит мелодично и попсово, как мне кажется, как вот, ну, это как я чувствую. А ты вот именно пишешь музыку или сам тоже поешь? Я и исполняю сам, и пишу музыку сам, и свожу все это сам. Вот, не считая там каких-то начальных треков, первые там, которые выходили вплоть до 22 года, это песни, которые мне сводил звукорежиссер. Но опять же, исполнял, писал текст, я все сам, музыку. Просто был звукорежиссер, который этим занимался. Сейчас здесь я понял, что искать кого-то это бесполезно. Я пришел на пару студий, понял, что это не тот уровень, к которому я стремлюсь. Это на уровне ниже того, чего бы я хотел. Расскажи более подробно. Вот ты приехал, как ты искал? Я пытался искать, мне попался, я не хочу сейчас уточнять там тоже с именами, попадался один человек, который заинтересовался моей музыкой. Он в Петербурге достаточно, и в Инстаграме, скажем так, он достаточно популярный человек, его знают. Он заинтересовался моей музыкой и предложил мне быть продюсером моим, продвигать мою музыку. Я на тот момент все еще работал на контейнерах, разбирал контейнеры, это были даже не грузоперевозки. Я согласился, в целом мне это было интересно, я мог совмещать и просто работу, и музыку, но главное, что мою музыку как-то бы двигали, и мне бы это освободило бы меня, что ли, от этой ноши, потому что я именно, что продавать себя, рекламировать, с этим у меня есть трудности. Я могу рассказать что-нибудь, показать, могу написать всю эту музыку, могу исполнить. У меня есть идеи для видеосъемки, для какого-то визуала, но, собственно, именно продать себя, показать себя, это для меня сильно сложнее. Вот, и человек в итоге 1 месяц прошел, 2 месяц прошел, у него там случилась его ситуация, не суть. 3 месяц, в итоге он просто говорит, что он ищет команду не находит, вдвоем мы типа работать не можем. Вот, соответственно, проект мой накрылся. Ну, не накрылся, точнее, я занимаюсь им просто самостоятельно. И сейчас у меня есть свои планы, которые я буду реализовывать самостоятельно, без продюсеров, без лейблов и так далее, потому что здесь у меня как-то с этим не особо получается. Что оказалось самым сложным в попытке продолжать заниматься музыкой после переезда? Самое сложное, наверное, найти время в данной стране, найти время, силы, потому что мой распорядок дня в 5 утра я уезжаю. В последнее время, хорошо, я возвращаюсь достаточно рано, но сил у меня, честно, нету после того, как я в 5 утра встал, потому что раньше 11 часов вечера, я не знаю, как работает мой организм, а то и 12, я никак не усну. Если я, не знаю, не спал несколько ночей, да, я отрублюсь в любое время. Но если я ложусь спать, сплю несколько часов, раньше 11-12 невозможно уснуть. Очень много работ было, когда я приезжал просто сам по себе в 11 вечера. Я сходил в душ, я поужинал, я сел перед компьютером просто отключиться от рабочего дня. Времени 1 ночи. Вставать там, ну не в 5 хорошо, там в 8. А времени уже 1. И таких дней, конечно, да, очень много, что тебе просто не найти время. А если ты выделяешь время на музыку и не идешь на работу, потом ты можешь об этом 1000 раз жалеть, потому что тебе приходит зарплата, ты отдаешь зарплату за квартиру, и у тебя остается какая-нибудь вот такая вот, не могу даже это назвать котлетой денег, несколько купюр, и ты думаешь, блин, ну вот как-то мне на это надо жить, и, соответственно, снова ты делаешь свои планы так, что ты не работаешь на зарплату, которая идет на месяц, тебе надо искать что-то за наличку прямо сейчас, потому что, ну, иначе ты себя не прокормишь, иначе, опять же, жить на рисе исключительно с овощами я не привык. Я люблю себя кормить и понимаю, что если я не буду себя кормить, мое моральное состояние точно здесь, ну, не выдержит всего, что происходит. Есть ли у тебя ощущение, что система в Израиле не оставляет выбора творческим людям? По большей части ребятам приходится трудно. Я знаю очень много ребят, которые творческие, и либо они там, кто-то, вот у меня есть один знакомый, он дизайнер, он нашел, ему повезло, не повезло, точнее, он учился на это, он молодец. Он нашел в дизайнерской конторе
какое-то себе место, и он параллельно пишет еще музыку, и у него как-то складывается вроде как нормально все. Я давно с ним не общался, но вроде все окей сложилось. Знаю друга, которому приходится работать на заводе. Его это точно так же внутри угнетает, также, я не знаю, как правильно сказать, ну, убивает что-то творческое внутри, как меня убивают эти стройки. И он тоже дизайнер, он очень классно рисует. И парень держится, но понимает, что Израиль его тоже сжирает. Небольшая история касательно выбора. Вчера к нам приходил человек чинить кондиционер. И он рассказывал нам о том, как, ребята, валите из этой страны, если вы не нашли здесь связи. Если вы не нашли здесь связи, если вы не нашли здесь правильное место, где вам могут нормально платить, стабильно, хорошо, валите отсюда. Вы здесь, не добьетесь, здесь нечего ловить, здесь нету такого потенциала, который вы можете развивать в себе. И после этого мы с моим другом, вот он как раз-таки вчера там присутствовал тоже, мы с ним обсуждали. То есть я и так планирую отсюда уезжать. Он говорит о том, что он просто не знает, где ему потенциал этот развивать дальше. То есть ему было и хорошо в Москве, в Питере в том числе, больше ребят с схожими интересами. Здесь же он понимает, что ему тоже нет смысла оставаться, работать на этом заводе, получать какие-то 50 шекелей в час. И работать 6 дней в неделю, чтобы обеспечить себя, как-то порадовать свою девушку. Ну, и особо больше даже как-то ни на что и не рассчитывать. То есть у тебя нету такого, что ты можешь каждые полгода куда-то нормально съездить. Все равно остаются какие-то трудности. У него была ситуация, как его очень сильно подставили маклеры, что ему пришлось просто вот так вот за неделю где-то искать чуть ли не 10 тысяч шекелей, чтобы отдать и съехать с квартиры. Я помню, как мы с ним поехали в ночи почти, что это ко мне приехала моя девушка, и мне мой друг звонит, потому что у него выхода никакого нет, ему надо ехать в Хайфу и срочно вывозить вещи из той квартиры, потому что, я не помню уже ситуацию до конца с маклером. И еще при этом ему надо было за ночь вынести оттуда вещи все, освободить полностью квартиру, намыть ее, и еще и 10 тысяч шекелей им отдать. И вот мне пришлось оставить мою девушку вместе с его девушкой, хотя моя приехала ко мне на 2 недели. И мы поехали просто тратить целый день на то, чтобы разбирать вещи в этой квартире. И не оставляет выбора. Скорее всего, какой-то, может, выбор есть, но довольным ты от этого выбора точно не будешь. Дай пару советов. Что бы ты советовал, как творческий человек, что бы ты советовал другим творческим людям, которые собираются переехать в Израиль? Первое. Либо переезжайте сюда командой, когда вы можете снять, допустим, тот же большой дом, чтобы вы могли жить в комфорте. Разделить, вот вы понимаете, что вы можете разделить, там, оплачивать по 3000 шекелей каждый свою часть, да, потому что квартиру все равно дешевле, чем за 3000 вы вряд ли найдете здесь. Особенно, если хотите жить где-то в центральной части Израиля. Если вы готовы скидываться по 3000, ищите какое-то большое пространство на компанию, либо переезжайте сюда с родителями. Если у вас есть родители, сколько бы вам лет не было, переезжайте сюда с родителями. Во-первых, это время с ними, время с семьей, чего мне очень здесь не хватает, о чем я постоянно думаю, о том, что я не видел отца 3 года, о том, что я вижу маму пару раз в год максимум, дай бог, о том, что я видел бабушку последний раз 2 года назад, о том, что я не вижу свою девушку уже год, потому что Израиль сюда ее не пускает. Не суть. Переезжайте сюда вместе с семьей, переезжайте сюда вместе с друзьями, чтобы вы не оставались здесь одни, потому что на старте здесь точно одному, либо депрессия, либо ты просто не вывезешь, либо тебе надо батрачить так, что через год ты перестанешь вывозить, и ты будешь морально подавлен, ты откажешься от своих интересов, от своих потенциалов, от всего, что ты хотел делать, короче. У тебя просто пропадет желание, потому что у тебя не будет времени и сил на это. Еще и под этим солнцем 40-градусным. И не можешь из Петербурга, переехав сюда, и под 40-градусной жарой фигачить вот эти вот контейнеры и так далее, чтобы заработать себе на жизнь. На музыку, честно, не остается сил. Она вместе с потом вся выходит вот так вот. Остается шаббат, в который ты садишься, пытаешься что-то написать, и потом за неделю забываешь, что ты там делал, и тебе как по новой надо за это садиться. Не переезжайте сюда, будучи муж с женой молодыми, потому что, как показывает практика, 90% моих знакомых муж с женой расставались, которые переезжали, или парень с девушкой переезжали из России в Израиль. Эти пары распадались, 90%. Одна из немногих пар — это вот мои брат с его женой, которые сейчас вместе. Реально, это одни из немногих, кто сохранил отношения. Очень много кто у меня здесь просто разбежались. Расскажи про свою девушку, где вы познакомились, как давно вы в отношениях и почему она приезжала только на 2 недели? Самая невероятная красивая девушка, которую я когда-либо видел. Мы знакомы с ней 5 лет, с Петербурга, наши отношения еще начались там. Полина сюда приезжала за все мое время всего пару раз и на пару недель. Мы не нарушали никакие законы о том, что она здесь оставалась после этих 2 недель. То есть она приезжала, я ей покупал билет первый раз на пару недель, и визу же, которую выдают при въезде в страну, она дается на месяц, если не ошибаюсь, или на 3 месяца. Но я билеты купил сразу на 2 недели, и они такие: так, если вы не уедете, мы вас депортируем
максимум вы больше сюда не приедете. Но мы все сделали как нужно, она уехала через 2 недели. Второй раз я ей купил билет уже на месяц. Она приехала, ей сказали, не-не-не-не-не, не катит. Из-за того, что она ваша девушка, и мы просто решили уточнить, что она не просто подруга, а что она моя девушка. Они такие, из-за того, что она ваша девушка, мы ее только на 2 недели пускаем, вам надо вообще приглашение специальное сделать. Но они так это сказали, честно, я на тот момент подумал, что да, пофиг, в следующий раз приедет, ну, максимум опять тоже сократят, что скажут на 2 недели, а не на месяц. Как бы, ну, для меня это не так сильно страшно показалось. Третий раз, когда она приехала, это было за несколько часов до моего дня рождения, это было 8 января, у меня 9. И мне звонит просто, я помню, что 10 часов вечера, звонит вот эта вот женщина с допроса и начинает на меня орать, как на ребенка какого-то, просто «Вы не сделали приглашение, мы ее сюда не пустим, вы вообще такой-сякой, вы офигели». Я сижу это слушаю, и, ну, мне в моменте хочется на нее начать также с ней разговаривать, но я понимаю, что от нее сейчас, возможно, зависит, попадет ли Полина сюда. Я понимаю, что лучше я сейчас это как-то перетерплю, но зато я хотя бы увижу свою девушку там за 3 месяца впервые. Она такая, ладно, я сейчас посмотрю, может быть, дайте полчаса, может быть, все-таки ее пустим. Выжидает полчаса, как мне на данный момент кажется, что это было специально сделано, чтобы меня помучить как-то ее. Полина у меня уже в слезах, у нее вообще после этого была депрессия на протяжении, не знаю, месяца, и у нее стресс очень большой, ее привезли, она 40 часов провела в дороге, не прикоснувшись к кровати, как бы она туда-сюда летала, потому что у нее тоже была пересадка, и потом вот она просидела несколько часов в аэропорту, ее держали, потом ее, короче, ну ужас просто какой-то. Все, ее не пустили в Израиль, сказали, все, мы ее депортируем, хотели депортировать ее вообще в Сочи, слава богу, что мы договорились, чтобы ее депортировали хотя бы в Москву, из Москвы она вернулась в Петербург, но сама ситуация, что да, они сказали, что вот вы хотите, чтобы Полина здесь осталась, а Полине, ну вот я просто не хочу быть грубым, но и нафиг не сдалась эта страна. Я с ней полностью согласен в плане чистоты здесь. Первое, на что она сказала, я не могу здесь находиться, здесь очень грязно. Ну, то есть она сюда прилетала исключительно ради... Какой нормальный человек полетит сюда, когда здесь идет война, когда здесь ракеты летают и все такое. То есть мы с ней неоднократно прятались в бункере, когда она и первый, и второй раз приезжала. Второй раз у меня вообще миклада нормального не было, мне приходилось прятать ее в шкафу. Неприятное ощущение, будучи мужчиной, прятать свою девушку, которая прилетела к тебе в шкафу, потому что у тебя нету нормального миклата в доме. Третий раз ее не пустили, и на данный момент почти год прошел, как я не видел свою девушку, и сейчас первая причина, по которой я хочу улететь, это я просто хочу быть счастливым человеком, я хочу строить семью. А Израиль мне сказал так, я пришел решать этот вопрос с тем, что ее не пустили сюда. Первый раз мне сами прислали приглашение в министерство в Тель-Авиве. Я жил в Тель-Авиве, мне прислали приглашение прийти туда и решить этот вопрос как-то. Я прихожу, это вот после, примерно дней 20 прошло после того, как ее не пустили. Жду час, меня запускают на диалог, и женщина мне просто с лету говорит, у вас в Хайфе прописка, я вас не буду принимать. Я говорю, вот вам приглашение, письмо, мое имя и адрес. Мне сказали прийти сюда. Типа, какой нафиг Хайфа прописка? Она такая, нет, я вас не буду принимать. Ну, я уже на нервах, у меня уже крышу снесло, я не могу увидеть свою любимую девушку, это для меня очень важный человек. Я не из тех мужчин, который к этому как-то легкомысленно относится. Для меня отношения — это отношения. Я хочу с этим человеком провести жизнь, я уже это решил. Мы на данный момент 5 лет в отношениях и друг друга знаем, собственно, примерно столько же времени, чуть больше. Ну, это мое решение, это мой выбор. Почему? Из-за того, что Израиль там что-то себе придумал, точнее, какие-то люди, которые сидят и это решают там, я должен как-то, рушить свои отношения или что-то, и я не готов к этому, мы поэтому до сих пор боремся. В общем, я ушел, недовольный, это не было сказано напрямую женщине, но я что-то под нос себе бормотал, с матами, не очень красиво, может быть, но, извините, это просто сейчас дальше история будет к этому продолжаться. Я был не в себе. Я ухожу. Причем самая ситуация в том, что я приходил еще за 1,5-2 года до этого менять прописку из Хайфа в Тель-Авив. И это было забавно, что я просто, не посмотрел, что мне сделали, потому что я иврита не понимаю, но я как бы взял эту бумажку и ушел. Они мне поменяли прописку с Хайфы на ту же прописку в Хайфе. Я потом, когда пришел домой, я нашел прошлую бумажку, я смотрю, у меня 2 одинаковые бумажки. Хотя я не терял их, то есть не было ничего такого, что я пришел, сказал, я потерял. Я пришел и сказал, мне надо поменять прописку. Я тогда делал, по-моему, Даркон, и в этом же месте я, по-моему, получал ЗУТ, я не помню. Но я точно пришел и сказал, что мне надо поменять
прописку на Тель-Авив, потому что я теперь здесь живу. И то есть я жил там потом вот этот год-полтора, думая, что у меня прописка в Тель-Авиве, у меня прописка в Хайфе. Еще не понимал, почему мне до сих пор говорят, что у меня прописка в Хайфе. Короче, это вот такая вот ситуация была. Я приезжаю, потом переписываюсь, я уже живу в Ришине, переписываюсь на прописку в Ришине, чтобы меня приняли спокойно в Ришине. Прихожу вот после этой ситуации в Тель-Авиве, как я что-то под нос себе бормотал в сторону женщины, которая меня не захотела принимать. Я прихожу, и с меня уже с таким лицом тоже принимает женщина в министерстве. Ну, потом она, видимо, поняла, что я нормальный. Она мне говорит, что на меня пометка в компьютере у них, в министерстве, уже во всем, видимо, министерстве, во всей системе, цитата, она прям цитирует мне. У меня тут помечено, что вы себя неадекватно ведете, если вас вывести из себя. У меня вопрос, какой человек себя будет адекватно вести, если его вывести из себя? Ну, то есть, если ты себя неадекватно ведешь, то тебя вывели из себя. Или ты, как бы, если ты себя адекватно ведешь, то тебя, значит, не вывели из себя. Вот такая вот ситуация. И после чего мы с этой женщиной общались, она поняла, что я в целом нормальный, решила мне как-то помочь, сказала, да, сейчас сделаю все эти запросы, сделала запрос на то, чтобы мне привезти сюда Полину. Они сказали, хорошо, мы вам одобряем это приглашение, но вам нужно залог 30 тысяч шекелей. Где я найду 30 тысяч шекелей? Я 2 года в стране на тот момент. Какие 30 тысяч шекелей? Вы что, издеваетесь? Я, как бы еле за дом плачу, потому что мы только переехали в большой дом. У нас там достаточно большая арнона была, и просто сам дом достаточно дорогой. Короче, тяжеловато было тогда, на тот момент. Еще и зима, работы не так много. И что ты подумал в тот момент? Я решил, что мне надо уезжать из этой страны, потому что 30 тысяч я не могу найти. Я лучше на эти 30 тысяч поеду и нормально сделаю предложение своей женщине и поживу с ней в нормальном месте. Но ситуация в том, что эти 30 тысяч потом выбивать очень сложно. Мне рассказывал человек, что ему вообще дали 50 тысяч, сказали залог тоже. То ли он приезжал, то ли жена его приезжала. Я не помню, кто-то из них, у них такая же ситуация была. И они нашли эти деньги. Они просто на несколько лет старше, у них свой бизнес был в России, как я понимаю. Они нашли эти деньги, внесли, и они эти деньги выбивали больше, чем полгода обратно. То есть человек просто взял своих 50 тысяч шекелей, это сколько в рублях мне сейчас не сосчитать, но это большие деньги, это огромные деньги. Человек, который, не обладает этими деньгами вот так вот, как некоторые здесь в Израиле, и им их еще и возвращали. То есть человек приехал, уехал, все сделали четко, они такие, давайте деньги нам обратно. А извините, вам придется подождать. Сначала месяц, потом 2, потом 3, а потом до полугода это растянулось. И я сейчас понимаю, что мне готовы были дать в долг эти деньги. Я потому что тоже думал уже, все, сейчас какой-то в долг возьму, объясню ситуацию. Мне люди доверяют, понимают ситуацию, наверное, помогут. А потом я слышу эту историю, и я понимаю, что я не готов у людей брать такие деньги на срок, когда я даже не знаю, может, мне год придется их выбивать, а может быть, мне их вообще не вернут, потому что, может, там люди как-то настойчивее были, а я опять где-то попытаюсь что-то сделать, мне скажут, что ты неадекватный, вообще выгонят меня. То есть я не знаю, как с этим работать. Я не могу довериться этой стране, я не могу доверять Израилю. Это очень трудно. Короче, стрёмно. Я не понимаю, как работает система, точнее, сомневаюсь, работает ли она вообще как-то. Муха по ноге ползает, мразь. Терпи до последнего. Да, стараюсь. Израиль и Россия. Культурные и социальные различия. Какие главные различия ты заметил? Это на самом деле самый интересный вопрос. Мне хочется не обидеть Израиль, не превознести в Россию, потому что очень много там проблем других, но во многом Израиль, проигрывает. Начну тогда сразу. Вот первым делом у меня сейчас над ухом муха летает. Не знаю, это я так уже пропотел или от того, что здесь в целом очень грязно. Раньше я жаловался на то, что Петербург грязный город, о том, что у нас там периодически где-то мусор валяется, еще что-то. Сейчас я могу с полной уверенностью сказать, что по сравнению с Израилем, не знаю, насколько вся Россия, но Петербург уж точно сильно чище. С тем же Тель-Авивом, если сравнивать, Петербург, Тель-Авив — это вообще несравнимые вещи. То есть это, конечно, и сравнивать нельзя, но в плане, если брать чистоту, ужас. Ты идешь, у тебя ладно, там, эта улица нормально пахнет, эта улица нормально, каждая третья улица ты будешь проходить и чувствовать запах, извиняюсь, выделений каких-нибудь человеческих, кошачьих, собачьих и так далее. Ты будешь чувствовать запах мусора. Я могу понять, что это все стоит под солнцем. Конечно, мусорка под солнцем, она будет пахнуть. Это, к сожалению, очень сложно избежать, но хорошо. Далеко не ходим, мы идем по улице, тоже плюс-минус центр Тель-Авива, просто валяются мешки на земле, валяются просто куски еды какие-то.
Хорошо, опять же, скажем, что это вороны, но что у нас в Петербурге ворон нету. У нас в Петербурге точно так же раскидывают это вороны, но только здесь люди те же вороны. Как бы заехать в какой-нибудь религиозный район, возьмем, ну ладно, Бней-Брак вообще сравнивать нельзя, это просто мусорка какая-то. Ну, это невозможно. Человек, который приехал из Петербурга, это невозможно. Мусор — это просто первое, что попадается тебе на глаза. Запахи, мусор. Это очень неприятно в этом жить. Типа бытовой мусор или что ты имеешь в виду? Не, да просто бутылки, еда, вот это вот все это валяется, гниет, воняет. Неприятно. Ты можешь сесть за стол, он весь липкий, грязный. Кстати, да, в ресторан приходишь тоже, сервис. В России сервис — это просто что-то. У нас здесь периодически я обязан оставить чаевые, уже в чеке они указаны. Блин, я бы лучше это у нас дома в Питере ребятам делал, потому что там я чувствую это обслуживание, я понимаю, за что людям чай дают. Здесь ты можешь прийти, девчонка будет сидеть в телефоне, девчонка будет вообще не смотреть в твою сторону, не думать о том, что ты пришел и как бы хочешь сделать заказ. У нее своя жизнь, она пришла, у нее каждый час капают деньги, чаевые ей так и так остаются. Ей вообще ничего делать не хочется. Ей пофиг, она придет, плюнет тебе на стол, не плюнет. Ну, конечно, это тоже преувеличиваю. Я стараюсь всегда оставлять чаевые, то есть все-таки я пытаюсь найти какие-то плюсы, за что мне надо оставить чаевые. Пытаюсь найти, но прикол в том, что здесь на фоне того, что очень многие ничего не хотят делать на работе, вот подобные там рестораны, да, и из этой сферы, из-за этого кажется периодически, что люди делают для тебя что-то супер вообще, а они просто подошли сразу же, как ты пришел в ресторан, они сразу же подошли, принесли тебе меню, и для тебя это уже офигеть, меня обслуживают. Ну, то есть кажется, что обычные вещи, которые должны быть базовые в сервисе, они кажутся для тебя уже чем-то супер сверхневероятным обслуживанием каким-то, просто потому что очень многие здесь не хотят выполнять свою обыкновенную работу, за которую получают деньги. Ты еще хотел что-то про банковскую систему добавить? Второй момент, помимо чистоты, помимо сервиса, точнее уже третий момент, это банковская система, потому что в России, опять же, я пришел в тот же ресторан, я с друзьями покушал, кто-то оплатил счет, я такой, ага, я там должен 1500 рублей, к примеру, я отправлю, не знаю, какие сейчас расценки в ресторанах, не в ресторанах, но я помню, что на 1500 рублей спокойно можно было покушать в нормальном ресторане тогда, не суть. Отправил деньги, они за секунду пришли моему другу. У него Сбербанк, у меня Тинькофф, моментально. СБП все решает, система быстрых переводов, или как она там расшифровывается. Здесь же, если не битом, кстати, я не помню, пользовался, по-моему, за все время 2 раза, то все, ты отправил деньги, и просто на честном слове доверился другу, что он тебе их отправил, потому что деньги тебе могут идти 3 дня, 4, ну, вряд ли, конечно, больше, чем 3, но если это выпадает на шабатные дни, в пятницу тебе пришли деньги, ты точнее отправил, они придут, может быть, во вторник, такое вполне возможно. За квартиру ты оплачиваешь точно так же, ты ждешь несколько дней. Это, конечно, ну, не очень удобно, и это первое, на что я обратил внимание. Сейчас мне, конечно, я уже к этому привык, и немножко пофиг, но первое время это было очень неудобно, очень некомфортно. Еще даже тот момент с тем, что ты оплатил что-то, а у тебя в приложении это не отображается и может отобразиться через 2 дня спокойно, даже не через несколько часов, а несколько дней. Ты просто заходишь в приложение, у тебя одна сумма, через 2 дня ты заходишь, ничего не тратил, а у тебя там списалось 200 шекелей за какую-то кафешку, ресторанчик, где-то ты посидел, что-то перекусил, просто забыл об этом, а потом тебе напоминает банк об этом через 2 дня и списывает эти деньги через 2 дня. Но это, ну, сложно как-то рассчитывать, на что-то копить, когда происходит такая вещь. И вот касательно мусора, мух здесь очень много, и они вот прямо сейчас мне очень сильно мешают. Уже штуки 4 просто вокруг пролетело и не дают мне нормально закончить фразу. Как-то так. Это, наверное, первые моменты. Сервис, чистота, банк. Это первые 3 вещи, которые, наверное, вот сейчас в голову пришли. Если так сравнивать, очень много моментов, которые минус, но в то же время и плюс. Например? Например, свобода. Здесь я, опять же, я не сильно успел за это время ознакомиться с политикой Израиля, но я понимаю, что здесь в сторону, ну, если у нас в России президент, здесь больше премьер-министр, я понимаю, что если я скажу, опять же, я не хочу так говорить, потому что я не сильно ознакомлен с этим, но если я скажу что-то плохое про премьер-министра, мне здесь, ну, вряд ли кто-то что-то сделает за это. Может быть, конечно, там какой-то выговор я получу, но вряд ли меня возьмут, посадят и начнут, да, дрючить как-нибудь, и что происходит в России, потому что в России абсолютно, если кто-то услышит из тех, кому это нельзя слышать, что-то про Владимира Владимировича Путина скажешь, то все, тебе начнется
Если ты это не в своих кругах с друзьями обсуждаешь, которым ты доверяешь, а услышит кто-то из соседей, у нас же сейчас доносы сделали, и для кого-то это даже нормально. Камон, ты доносишь на своего соседа, что за фигня, как ты можешь жить потом с тем, что ты пошел в ментовку и рассказал о том, что твой сосед что-то сказал про Путина, или что-нибудь, ну, подобное, делать доносы. Вообще, ну что за крысятничество? Всегда от этого все бежали, это было постыдно, а сейчас люди на этом деньги зарабатывают. Я просто, ну, в шоке. Конечно, в данном примере. Израиль очень сильно обходит Россию, потому что здесь ты можешь вдохнуть, выдохнуть спокойной грудью и не бояться, что тебя за это... А в России, конечно, совершенно иначе в этом плане. И спорить с этим бесполезно. Что еще ты можешь хорошего сказать про Израиль? Ну, вот первое, что пришло в голову, это свобода. Хотя сейчас мне даже люди говорят, что, честно, как будто бы и здесь скоро начнется. Зато если ты что-то про Биби скажешь, что тебе начнется уже тоже не очень хорошая, приятная жизнь, что здесь могут начать скоро это контролировать, потому что многие сейчас видят то, что происходило. Я-то еще тогда мелкий был, мне было 10-15 лет. Я вообще как бы с политикой не особо хотел бы дружить, но тут уж пришлось. Вот, а на тот момент я не думал, что мне придется даже дружить с политикой, я об этом не думал. Многие друзья, знакомые постарше говорят о том, что они сейчас в Израиле видят то, что было в России 10-15 лет назад. То, что вот когда гайки потихонечку начинали вкручиваться, вот сейчас говорят, что в Израиле очень похожая ситуация может складываться. Ну, какие гайки, например? Ну, как минимум то, что господин премьер-министр сидит здесь уже сколько времени, его пытаются согнать, а он никак не хочет уходить. Какие-то, вот читал, бумаги секретные приносят о том, что почему его там нельзя судить или еще что-то, чтобы это все отложили. Блин, честно, я не могу найти каких-то плюсов. То, что плюс про касательно ЛГБТ-сообществ, я понимаю, что это, ну, как бы тоже люди, тоже со своими правами и так далее, но, честно, мне не очень комфортно ходить и наблюдать, как вокруг. Я в целом не особо люблю вот так вот прям на улице, когда люди показывают свою любовь друг к другу. Это не очень, я считаю, как-то правильно, если это не аккуратно, где-то они мило сидят, а начинается там показательная вот эта страсть, любовь, это неправильно. Люди вокруг могут там кушать, к примеру, и мне это не очень хочется наблюдать за этим. Может быть, кто-то, наоборот, только что расстался с человеком, и ему в целом это делает как-то, ну, больно, неприятно. Мне, честно сказать, человек, который год не видел свою любимую девушку, мне периодически бьет по сердцу, когда я вижу, и вот эти вот супер счастливые ребята, я очень за них рад. Ну, блин, ребят, ну, мне тяжеловато, я не хочу как-то вас ущемлять в этом, но... Опять же, сейчас не об этом, про ЛГБТ-сообщество. Мне неприятно идти и смотреть, как два мужика сосутся. Мне неприятно. Я не могу за это сказать, да, классно, Израиль, молодцы. Но, если так подумать, конечно, эти люди со своими правами, со своей свободой, со своими интересами, наверное, это, ну, плюс. Просто я считаю, что это надо немножко поаккуратнее делать. Тоже обсуждали вчера с человеком, что у него... Он приходит в школу, а у них там написано родитель 1, родитель 2. Они это перечеркнули и написали мама, папа. А им потом из-за этого звонили и говорили, что типа, какого фига вы, ну, вот так вот зачеркиваете, почему мама, папа, кто из вас родитель 1, а кто родитель 2? Они такие, в смысле? Вы нас заставляете выбрать, кто родитель 1, а кто родитель 2? Вы издеваетесь? Мы не будем так выбирать, мы мама и папа. Как бы, почему маму и папу должны ущемлять в законах, чтобы они выбрали родитель 1, родитель 2? Я считаю, что вот это, наоборот, тоже, ну, не очень правильная штука. То есть здесь надо иметь какие-то границы. Если они хотят родитель 1, родитель 2, те, кто хотят, пусть так делают. Те, кто хотят мама и папа, не надо потом им звонить и спрашивать их за это. Потому что они в данной ситуации, как бы, в моем понимании, адекватнее и нормальнее, чем родитель 1, родитель 2. Я не хочу выбирать себя родителем 1 или родителем 2. Что за бред? Что у нас там дальше? Еще плюсов, честно, пока что вот так вот резко не могу найти, как будто бы. Но и не надо, пожалуйста, мои слова потом перебирать о том, что «а чё ж ты в России не остался?» Я могу перечислить очень много моментов и про Россию, но мы сейчас говорим, по-моему, про Израиль, поэтому, чтобы не расширять еще больше ролик, я оставлю это на потом, на другие интервью, когда стану популярным музыкантом, рок-звездой. Подписывайтесь на мой инстаграм, ставьте мне лайки, слушайте мою музыку. Давай поговорим про обман и кидало на работе в Израиле. Насколько часто кидают в Израиле? Да, обманывают на работе очень часто. Мух еще больше. Угу. Мухи не дают записывать этот подкаст, интервью. Касательно работ. Я здесь 2,5 года, чуть больше. За это время меня обманули,
Ну, раза 4 точно, я думаю. Где-то это было по мелочи. Недавно я узнал о том, что я пришел в Битуах Леуми, мне дали выписку о том, что когда я работал в отеле через Каблана, мне там пару сотен, тройку вот не выплачивают. То есть я видел вот эти нисхождения, пытался с ними что-то уточнить, то это какой-то штраф был, не пойми какой-то, то они просто говорили там налог, не налог или что-то еще такое, я не помню. Хотя на тот момент, по идее, я ничего не должен был платить, потому что это был там мой первый самый год в Израиле. Вот. И сейчас я приходил в Битуах Леуми, и оказывается, что за несколько месяцев, пока я там работал, каждый месяц меня перекидывали как на другую компанию какую-то. То есть я у одного Коахадама был, он мне платил зарплату, но официально я чистился каждый месяц в новом месте. Как это работает, я не знаю, но я точно помню, что те месяцы я работал в отеле. И они меня там обманывали периодически на пару сотен шекелей. Как мне объяснили, что это для того, чтобы не платить мне 13-ю зарплату. Потому что если бы я отработал в этом месте год, они были бы обязаны мне выплатить зарплату дополнительную. А из-за того, что они мне каждый месяц перекидывали, то у меня этот месяц заново каждый раз начинался. Я бы никогда до этого не дошел. Ну, я там и так отработал полгода где-то. Не суть. Идем дальше. Я выходил кучу раз на перевозки с людьми первый раз. То есть я писал в группе там, или находил какую-то перевозку. Один раз была ситуация, человеку, видимо, не понравилось, как я работаю, хотя я работал с людьми, которые меня звали каждый день, просто на протяжении месяца, каждый день я с ними работал, их все устраивало, то есть я знаю, что у меня есть опыт, у меня есть сила, чтобы как-то нормально поработать. Я не называю себя ни в коем случае профессионалом, я и никогда не хочу быть профессиональным грузчиком ни за что в жизни. Но были ситуации, когда мне люди давали просто 300 шекелей за перевозку. Блин, я в отеле больше зарабатывал, когда с подносом ходил. Это ненормально. После чего я рассказал об этой ситуации человеку-админу группы, который меня брал кучу раз на эти работы. То есть его тоже устраивало вполне, как я работал. После чего он, видимо, не знаю, может быть, его как-то... Это его друг оказался, который мне не доплатил. Он меня удалил из беседы, сказал: вы не профессионалы, вы плохо работаете, нам такие не нужны. Хотя говорил, что у них там в беседе сидят периодически наркоманы, которым они и то платят больше, что типа из-за того, что ты вышел на работу, ты обязан свои деньги получить, даже если ты какой-то наркоман, который стоял в стороне и ничего поднять не мог. А я как бы не наркоман, я хорошо работаю, я беру коробки и туда-сюда. Я, обычный русский пацан, который привык к работе. Один раз мне чел сказал, я у него устроился на стройку работать, они мне оплатили обувь, оплатили подъем на высоту, чтобы я мог работать на этой стройке. Вместо того, чтобы работать на одном месте, где я должен был, он начал через неделю мне говорить, что едь на этот адрес, завтра едь на этот адрес, завтра едь на этот адрес по всему центру, не только по Тель-Авиву. А я смотрю, там периодически 2-3 автобуса. Я понимаю, что я не понимаю, к какому времени... Кстати, еще один минус Израиля, которого нету в России. В России есть нормальное метро. В Израиле с транспортом, если ты без машины, ты никогда не говори точное время, когда ты приедешь. Я приезжал пару раз точно, потому что если я выходил за час, за полтора, я всегда опаздывал. Какая-то фигня с автобусами, он не приедет, он не остановится, он попадет в пробку, водитель какой-нибудь придурок, который по пути сломал автобус, потому что ехал как придурочный. Всякое случается здесь. И, я просто сказал человеку, что я не готов ездить на разные объекты, это не нормально для меня. Ты мне сказал на один объект. Он мне сказал: ты не хочешь с нами работать, так как ты отработал меньше месяца, значит, мы это вычитаем у тебя из зарплаты. Вычел у меня 1000 шекелей из около 2000 зарплат, он вытащил 1000 шекелей. И в итоге за 2 недели, то, что я работал у него там на стройках, он мне ничего не выплатил почти что. Эти меньше 1000 шекелей он мне отдал, сказал: остальное я из тебя вычитаю, а я еще даже официально к нему не успел устроиться. Я тоже, по сути, ничего не мог ему сделать. Просто люди вот так вот здесь берут, и просто из-за того, что там кто-то что-то не понимает, как работает, где-то там неофициально что-то, они берут и тебя жестко кидают просто потому, что ты пока что зеленый, ты новичок, ты не знаешь, как это работает. Ты там, на тот момент я вообще там тоже 1,5 года в стране был. Таких моментов очень куча. Очень-очень много, которые ты просто не понимаешь, как работают здесь, и тебе вместо того, чтобы человек просто дошел нормально объяснил, он тебя лучше кинет, нагреет тебя, заработает на тебе денег и так далее. Насколько распространена работа по черному среди новых репатриантов? Работа в черной здесь распространена, потому что есть люди, которые точно так же, как я, получали документы долго, и им приходилось работать здесь в черную, потому что, без документов их никуда здесь и не возьмут нормально. И, как вы знаете, по моему примеру, документы можно получать полгода, можно 4 дня, можно полгода, а мне кажется, можно и год спокойно добиваться. У меня друг, сожитель сейчас мой, соответственно, рассказывал мне о том, что он до сих пор не получил, он уже с паспортом Теудат Зеут, но он не получил этот паспорт на аллее, не получил ни одной выплаты, потому что ему на протяжении как раз-таки года, по-моему, мурыжили мозг, не могли выдать нормально документы. В итоге он отсюда уехал, снова приехал, потому что, просто он не мог здесь нормально жить, потому что ему в черном он здесь не работал, он уезжал в итоге в Россию работать, он в России нормально получал, возвращался сюда снова пытался
что-то сделать. И таких примеров куча, кто просто не получил документы, и у них связаны руки, они ничего не могут сделать, кроме как выходить работать в черную. А зачем работать по черному, если можно официально работать? Так я же говорю, ну, документов нет у людей. Они приезжают, хотят получить документы, у них есть все права на это, их просто мурыжат здесь. И, ну, не дают им получить документы, из-за этого люди вынуждены идти на какую-то хотя бы работу, чтобы получать хоть каких-то денег, потому что они сидят дома, как у меня и получилось в первое время. Я просто сидел дома в первое время, потому что я был без документов. Насколько это наказуемо вообще под законом? Я честно не знаю, но знаю, что это, ну, если об этом узнают, то будет не очень хорошо. Ты там будешь штраф платить или что-то такое. Я не углублялся в эту тему, но знаю, что здесь это наказуемо. Но в то же время здесь много людей так работает, то есть за этим как бы не то, чтобы прям сильно следят. Но если ты об этом как-то спалишься, я думаю, что, ну, это Израиль. Если ты об этом прямо заявишь, они такие: о, сюда, давай-ка, выплачивай. Как, собственно, здесь сейчас и происходит. У меня со штрафами. Я начал выплачивать штраф, и они сразу все обрисовались. То есть 2 года меня никто не трогал. Как только я начал выплачивать свои штрафы какие-то, они такие: о, Михаил, а у вас деньги, что ли, есть? Давайте вот это. И сразу поприсылали мне кучу долгов, которые ни разу в жизни не видел, вообще не знал о их существовании. Просто, оказывается, там в одном было там вообще около 9 тысяч. Почему меня об этом никто не предупредил? Никак. Я понимаю, что, опять же, это моя ответственность, я должен за этим как-то следить, но, блин, не научили меня в этой стране, как за этим всем следить. Я до сих пор не понимаю периодически, за что мне надо платить, вообще, точнее, за что я сейчас плачу, потому что, как бы, мне сказали, а я уже понимаю, что если я это не оплачу, мне хана, мне еще больше долги будут. Вот сейчас у меня долги, я не могу выехать из страны, не могу увидеться со своей девушкой из-за этого, просто элементарно. Я закрываю этот долг, и у меня страх о том, что из-за других долгов у меня сейчас тоже закроют что-то. И я не понимаю, как с этим решать вопрос. Вкратце хочу, да, рассказать, что, собственно, сейчас из-за проблем с долгом в банке у меня ситуация, что мне не дают вот эту вот небольшую сумму в Битуах Люме. Пришел, мы договорились, мне ее разбили на несколько месяцев по частям, чтобы я оплачивал каждый месяц. Но в банке дали на это запрет, потому что, если я правильно понял, у меня долг в банке. Хотя при этом другие штуки мне почему-то дали разрешение. И как это сейчас работает, я вообще не понимаю. Потому что я кладу ежемесячно деньги в банк, они снимаются, но почему я не могу положить чуть больше денег, чтобы они снимали еще из-за Битуах Люми? Потому что это именно так и работает, насколько мне объяснили. Я не понимаю сейчас, слава богу, я вроде как решил, надеюсь, я решил ситуацию с банком. Я сейчас закрою эти 15 тысяч долга, чуть меньше у меня будет возможность. Но, короче, не суть, я сейчас заработаю еще за несколько дней, это все закрою. После этого буду закрывать долг с банком, пойду в Битуах Люми, буду просить договориться, чтобы они все-таки заново послали запрос в банк, чтобы банк дал добро на то, чтобы мне расписали эту сумму, потому что если этого не сделают, то мне могут опять заблокировать выезд, и я так свою девушку никогда не увижу. Это единственное, что мне нужно сейчас. Просто увидеть свою любовь и строить с ней семью. Все, что я хочу. Вот как раз об этом расскажи. Почему вообще у тебя оказался закрытый выезд из страны? Из-за чего долг образовался? Ну, нет, но из-за чего долг образовался, ты рассказывал. А расскажи про вот коллекторов израильских, вот Атополь и все остальное. Позвонили люди, сказали о том, что вот мы там представляем такую-то, такую-то компанию для для банка Леуми. У меня образовалась определенная задолженность, я попросил, поговорил с ними, они договорились это разбить. 15 тысяч типа? Ну, там больше 15, немного больше 15 тысяч накопилось. Хотя изначальный долг был, по-моему, в районе 7-8 тысяч. То есть он в 2 раза увеличился у меня за это время. За это время, пока я не выплачивал. Собственно, в какой-то момент мне приходит сообщение о том, что у меня запрет на получение даркона, то есть я могу прийти его заказать, но мне его не выдадут. Второе — это запрет на выезд из страны, из-за чего я сейчас, да, не могу... Прям так тебе прислали смс-ку или как? Это именно что смс-кой пришло, я вообще офигел. Когда это рассказывал, мне сначала говорит, типа, вы уверены, что это все так, типа, какая-то смс-ка, как это, да не верю, а потом зашла у меня... После того, как я лишился дома после иранской ракеты, нам помогли с тем, что предоставили нам юриста. Юрист помогла мне со всеми вот этими бюрократической вот этой работой и с работой сайтов, потому что я не понимал, куда что заходить, потому что русский там не работает, английский тоже не всегда работает. И
не до конца понимал, короче, куда мне заходить, чтобы что-либо проверять. Она зашла, проверила и сказала, что действительно у меня запрет и на даркон, и запрет на выезд из страны. Как только я погашу долг, она сказала, что, по идее, мне не должны по другим причинам ничего закрывать, но я так боюсь, что я уже просто хочу как можно скорее это все сделать и просто уехать куда-нибудь, чтобы увидеться со своей Полиной. Это единственное, что я хочу, потому что я пытался, в связи с тем, как я пострадал, пытался решить вопрос, чтобы мне, может быть, сократили этот залог, за то, что девушка приедет, чтобы это было, может, не 30 тысяч, хотя бы 10, 15, более реализуемые для меня. Но мне сказали, что нет, мне могут помочь уехать отсюда, но не реализовать эту ситуацию. Вот. Короче, бывает такое, что да, на таких суммах чуть больше 15 тысяч закрывают выезд, и причем это приходит сообщением от какого-то номера, даже не от компании, там был какой-то номер написан. Можешь рассказать про свои какие-то дальнейшие планы? Ты вот хочешь уехать, я так понимаю, и ты не хочешь возвращаться сюда? Не, почему? Честно, я не знаю. С одной стороны, у меня выработалась фобия, я стал параноиком. Мне кажется, что я приеду в Израиль, и он меня снова здесь запрет, и не даст мне уехать отсюда, и не даст мне привезти сюда девушку. А я просто, мне 25 лет, уже 26, не то чтобы скоро, но не так много времени осталось. Я хочу строить семью, я хочу развиваться, я хочу жить с человеком. А сейчас получается так, что мы столько времени в отношениях, и я просто, должен сидеть, терпеть и обмениваться с ней сообщениями. Я думаю, что любой человек меня должен понять, который имеет какие-то чувства, у которого есть любимый человек, будь то девушка, будь то мужчина. Просто представьте, как год у вас отнимают человека, и вы ничего не можете с этим сделать. Ничего. Ни завтра, ни послезавтра вы понимаете, что вы не увидитесь. Просто у вас есть... Сначала у меня была мысль, что я сейчас решу с этими 30 тысячами, потом я понял, что я не решу с этими 30... Точнее, сначала я думал, что мне сейчас все-таки откроют ей въезд сюда, что все поймут, что она не собирается здесь оставаться, что она просто хочет сюда приезжать, не помогло. Потом я надеялся, что я решу с 30 тысячами, потом я надеялся, что я решу это, а потом прилетела ракета, и все, у меня жизнь вообще перевернулась с ног на голову, и мне понадобилось, наверное, сейчас я понял, что с того момента прошло 2 месяца, я только сейчас как-то прихожу в себя, и на данный момент возвращаемся к ситуации в государстве. В России бы, скорее всего, если бы я лишился дома, мне бы сказали: мальчик, езжай к родственникам, делай, что хочешь, твои проблемы. В моей ситуации в Израиле произошло не сильно лучше. К нам прилетела ракета, да, нас заселили в дом, но именно до того момента, как у нас оплачен дом был. За дом мы платили, извините, большую сумму. Это было почти 11 тысяч шекелей, только за дом, не считая счетов. И я знаю, что есть люди, которые снимали квартирки поменьше и так далее, и жили точно так же в отелях. Я понимаю, что людям тоже негде жить, они могут жить там. Но прикол в том, что наш хозяин оказался плохим человеком. Хозяин нашего дома, не наш хозяин, у меня хозяинов, слава богу, никаких нету. Хозяин нашего дома оказался плохим человеком, и он через день, через два сказал: я разрываю с вами контракт, и он по закону, по идее, может так сделать. Если дом в непригодном состоянии, он может разорвать контракт, и, по сути, мы оказались бездомными из-за того, что у нас нету контракта. За несколько дней до того, как нам надо выехать оттуда, они нам говорят об этом, а до этого весь месяц они говорят: вас никто не выгонит на улицу, у вас все будет в порядке, вы будете в отеле, вас будут кормить. Работа, вообще сейчас не работайте, это вот нам прям с первого дня, вообще сейчас не работайте, вам надо приходить в нормальное психическое состояние. Ракета в 50 метрах от меня упала, то есть, у меня реально ПТСР было. Сейчас я уже нормально себя чувствую, но первую неделю я лежал, и у меня в голове вот этот взрыв. Я не знаю, как это объяснить, но вы просто вспоминаете этот взрыв, у вас в голове очень много шума, вас начинает трясти, и еще это все продолжается сиренами каждый день. Меня перевезли, причем в отель, в тот, в который в 100 метрах потом фигануло в отеле. То есть первый день меня разрушает мой дом, перевозят в отель, я оказываюсь на 10-м этаже, где-то наверху, под крышей, и там тоже прилетает ракета. И я думал, что прилетела прямо в отель, потому что это было настолько громко. Я сижу, вцепившись, думаю, что сейчас отель начнет рушиться. Мысли совершенно разные, и они настолько реальные. То есть ты все это думаешь, что сейчас это тебе хана, ты реально думаешь, что ты сейчас умрешь. В прямом смысле. Или думаешь, а не умер ли ты уже? Состояние эмоциональное, морально у меня все нехорошо. Мне неприятно, мне дискомфортно. Я псих, я травмирован. Нам говорят: вы должны заниматься своим здоровьем и так далее. А я уже через неделю, я уже на работу начал выходить опять на перевозки, потому что деньги нужны были. Реально просто нужны деньги. Они говорят, что
Михаил, вы должны заниматься своим психическим здоровьем, не думайте сейчас об этом, о вас позаботится государство. Они нам это просто твердили каждый день. Один раз я был на работе, мне звонили с муниципалитета, тетка, она меня уже, честно, я уже не мог с ней разговаривать, она разговаривает таким голосом, что ой, с вами все хорошо. Блин, да нехорошо, у меня дома нету, я вещи свои выкинул, а вы мне ничего дать не можете. Вы меня через месяц выселяете с отеля, не пойми куда, говоря, что я не должен ничем заниматься. А когда я выхожу на работу, мне говорят: Михаил, вам тут помочь хотят, пришли помогать вам, а вы на работу ушли. Типа, не офигели ли вы? То есть, ну, вот с таким вот посылом. Понятное дело, это все аккуратнее говорится, но меня упрекали в том, что я вышел работать, когда, конечно, да, мне лучше не выходить работать, мне лучше голову поправить. И, честно, когда включалась сирена, все, я вот так вот, блин, мигом куда-то в Миклад, в какой-нибудь в бункер, потому что, ну, страшно. Я видел, что это случилось. 50 метров от меня. Дома нету. Все, там просто руины. Слава богу, что те, кто были в бункере, выжил. Те, кто не были в бункере, 2 человека там погибли. И это только в нашем районе. Мне разрушило много всего. Я очень много всего выкинул. Они сказали... Муниципалитет говорит: Михаил, да выкидывайте вы все, зачем вам эти вещи? Я такой: ну что-то я продать, может, смогу хоть каких-то денег получить. То есть я вообще без всего. Я это зарабатывал на протяжении 2 лет. У меня был целый дом, в котором были диваны, кресла, столы, холодильник, куча всякой. У меня было на кухне очень много вещей, от тостеров, различных тостеров, которые вот так вот хлеб кидают или которые вот так вот закрываются, тостерницы, до штуки, которая охлаждает воду моментально или делает ее супер горячей. Мне друзья подарили, у меня куча техники было, я люблю готовить, у меня все было. Это все пришлось выкинуть, это 1000 шекелей. Они приходят, там Шамай, который оценщик, говорит: ну все, что мы можем вам выделить, это 30 000 шекелей, а я там жил не один, и как бы, ну, честно, у меня кровать 15 000 стоит. Она мне досталась, не я ее покупал, она мне досталась от людей, но я знаю, что эти люди не стали бы врать, и что эта кровать, ну, типа, я ее в целом пытался продать саму кровать, хотел оставить матрас, я ее продавал за 5000 шекелей, именно только кровать. И она как бы стоит своих денег. И матрас этот вот такой ширины, я не шучу, матрас вот реально, он прям огромный. Я на нем спал как король, я месяц на нем проспал, мне пришлось от него тоже избавиться. Они нам предлагают 30 000, когда там только это стоило столько денег. И сама сейчас суть в том, что они говорят: из-за того, что у вас там долги, уже 2 месяца прошло, они сказали, в течение месяца придут деньги. Потом сказали, кормили нас каждую неделю, говорили, придут деньги. То есть на следующей неделе придут деньги, на следующей неделе придут деньги. Ну все, я надеюсь, на следующей неделе у вас точно все решится. Вам пытаются сделать так, что из-за того, что у вас заблокирован счет, пытаются сделать так, чтобы вам деньги пришли, и вы могли ими воспользоваться. Изначально мы им сказали вообще, что у меня не такой большой минус, и если они придут на мой счет и спишутся в минус, мы все не против, мы так и хотим, мы хотим, чтобы вот эта часть моя, она покроет мой долг, остальное ребята, которые тоже хотят денег получить, они себе оставят. Это нормально, мы так и хотели. Но в итоге они записали зачем-то другого человека, типа ему на счет, там денег еще больше минус, и что сейчас нам в итоге сказали: извините, эти деньги не защищены. Мы не уверены, что вы их типа получите именно так. Возможно, они просто уйдут как бы в счет банка, а там человек делает, насколько я знаю, банкротство, и у человека как бы вообще, по сути, из-за этого он может не выплачивать этот долг, у него там немного другая ситуация будет. Они просто хотят эти деньги, видимо, вот так вот списать, я не знаю, может быть, их попилили где-то, может, еще что-то. Куча всего нам наобещали, говорили, что сказали, что какие-то проблемы с битом, из-за этого не могут какие-то другие, там в районе 1500 помощь какую-то хотели прислать, не могут. Все, что мы получали, это пару раз карточки на еду, выделили мне психолога, спасибо, к которому я не успеваю сейчас сходить. Я созвонился с ней впервые за 3 недели и 2 раза к ней сходил всего, потому что я работаю, потому что я не могу пропустить работу, потому что мне нужны сейчас деньги, потому что я потерял все, абсолютно все. Слава богу, у меня осталась гитара моя цела. Ну как, относительно не упал кусок гефиса. Я позже заметил, на ней маленькие сколы есть. Она уже не выглядит так идеально, как выглядела, когда я пользовался ей 2 года. Она была в идеальном состоянии. Я очень люблю свои инструменты. Мониторы чуть-чуть подраскалывались. Я тоже заметил, там краешки так подсбиты. Это сразу не заметил просто. Какие-то вещи коллекционные у меня просто половина пришлось выкинуть, там лего, всякие фигурки фанко-поп. Я коллекционером стал после того, как Полину не пустили. У меня случилась депрессия, я начал коллекционировать игрушки всякие. Вот у меня случился такой бзик. Половину из этого я выкинул. И таких вещей куча. Деньги нам не придут. Не одни причем. То есть в какой-то момент нам сказали, что там будут платить по 4000 до момента, когда у нас должен был закончиться контракт. То есть хозяин с нами его разорвал, но государство готово о нас позаботиться.
и будет нам платить по 4000 либо 3 месяца на квартиру, то есть 12 тысяч в сумме выделили, по 4000 на месяц. И мы можем снимать и пользоваться этими деньгами там на какую-то квартиру, чтобы там, опять же, найти нормальную работу, потому что работу тоже мы потеряли все. Я как бы очень много контактов мне пришлось вот так отсеять, потому что, ну, я не мог выходить в какие-то дни на работу, потому что первые дни я вообще сидел без эмоций. Расскажи про ваучер, который получили вот по 4000 в месяц. Будут 4000, либо вообще из-за того, что у нас до начала 26 года, до, типа, то есть декабрь или январь, соответственно, у нас последний месяц жилья в доме был, что, возможно, до этого момента прям будут выплачивать нам деньги эти, чтобы мы могли, как бы, нормально контракт, который у нас был, дожить. В итоге в какой-то момент, спустя месяц, это несколько раз говорили, спустя месяц нам говорят, ну нет, слушайте, в итоге, скорее всего, один раз вам дадут 4000, пришлют, и все. Мы такие, ну хорошо, дайте нам сейчас, потому что мы опять же тоже сидим, не понимаем, что нам делать, нас с одного отеля переселили в итоге на другой, потом попытались заселить 4 человек с собакой, с кошкой в квартиру, в которой гостиная и спальня. И все. Напомню, мы жили, у нас было 3 этажа дома и подвал, то есть, ну, грубо говоря, 4 этажа. У меня был свой целый этаж, у меня была одна комната-студия, была своя ванна с туалетом и была своя спальня. И был еще небольшой махсанчик под крышей, это все. Они нас заселяют в такие условия, говорят, ну, это временно, непонятно тоже, насколько это временно, уже не хочется доверять, потому что они скажут, временно мы подпишем, а они скажут, ну, типа, вы подписали контракт, живите там год. А там просто, там даже эта квартира не назвать, там стены обваленные, миклада там нету в помине вообще, то есть, ну, бункер, это там, ты уходишь под землю, но там дверь, я могу даже видео потом показать, там дверь от сарая. У меня в сарае даже дверь лучше была. Там просто деревянная такая, висит еле на петлях, то есть ее можно сорвать вот так руками. Какая взрывная волна. То есть если попадет вот так в землю, все, кто там находится, их завалят. Это не миклад. Это подземное помещение, типа как Махсан. И в итоге даже эти 4000, которые на 1 месяц нам обещали, нам их не выплатили. Сказали, извините, не получится. Короче, ничего не получили, кроме как психолога, спасибо, юриста, спасибо, и отель на месяц, плюс пару недель квартиру потом, потому что мы устроили истерику, сказали, что в тех квартирах мы жить не будем. Они дали нам, слава богу, 5-комнатную аж квартиру, но чистую. Она была чистая, самое главное. И на первом этаже был миклад нормальный, в который, честно, я заходил и чувствовал себя там уверенно. Потому что сирены мы застали, типа, несколько раз, после этого раза 3, наверное. И я спускался, и я чувствовал себя спокойно, потому что я понимал, что это защищенное место. Я здесь, если прилетит ракета даже в дом, большая вероятность того, что я здесь выживу. И вот это для меня было самым основным после того, что я пережил. Потому что все, что я хочу, повторюсь, это увидеть свою девушку и развиваться в своем музыкальном творческом направлении. Все, что я хочу. После того, как меня чуть не убила ракетой и меня пытаются заселить в вот эту конуру, первое, о чем я думаю, я чуть не сдох, и сейчас я должен просто вот с тем, что происходит в стране, еще как-то довериться и жить в таких условиях. Нет, я не могу, ракета другая прилетит, меня не станет. И что, вот это вот все, что я пережил, все свои цели, я должен просто вот так вот сбросить. А зачем я тогда из России уезжал? Я из России, собственно, поэтому и уехал, потому что я не хотел отказываться от своих целей, от своего будущего. А здесь именно как будто бы так и получается, что немного по-другому, но по сути так же. Ты ничем не защищен. Тебе разнесло хату? Пожалуйста, до свидания. Все твои наработки, слава богу, у меня ноутбук стоял под окном. У меня крыша обвалилась вот так, а место, где окно мансардное, оно уцелело. И ноутбук стоял ровно так, вот под ним. Справа-слева у меня валялись куски гефеса тяжелого. Если бы это упало на ноутбук, ноутбука бы не стало. Конечно, там можно говорить, я бы вынул этот... как-то жесткий диск, на чем там все хранится. Короче, вынул и разобрал бы комп, может быть, что-то бы уцелело. Кому нужны такие сложности? Я музыкант, я открыл ноут, я не айтишник, компьютерщик и так далее. Я открыл ноут, пишу музыку, у меня все там. Для меня это самое ценное. Гитара, ноутбук, микрофон, пианино. Я не хочу заниматься разборами этого. То есть можно кучу вариантов сказать, что и с этим жить можно, и с этим жить можно, и с этим жить можно. Ну тогда, блин, со всем чем угодно жить можно, тогда всем нельзя жаловаться, вообще ни на что. Потому что ко всему можно найти какое-то решение, конечно. Но, извините, когда ты работаешь до крови в прямом смысле, когда у меня все руки исцарапаны, нарабатываешь себе какой-то... Просто, короче, пытаешься жить, нарабатываешь себе какой-то инвентарь вещей, а потом тебе вот так это все надо на свалку и по новой. Ну, честно, я здесь начал по новой. Почти 3 года прошло с того момента, как я начал по новой жить. Я что-то наработал, и сейчас меня заново просят по новой начинать. И уже причем на тех условиях, которые
на том уровне у меня была возможность, сейчас такой уровень сложности, что я уже не понимаю, как мне с этим минусом на счету и так далее решать. Все, что я хочу, мой план, это уже своими силами оплатить, без помощи государства, оплатить этот долг, закрыть эти долги и поехать в другую страну, просто жить с Полиной какое-то время, не знаю, вернуться сюда, не вернуться, но как минимум я хочу жениться на своей любимой девушке, сделать ей предложение нормальное, не потому что я хочу переехать с ней сюда в Израиль, я хочу сделать ей человеческое, нормальное предложение, потому что я хочу, чтобы она была моей женой, а не потому что я хочу с ней, видите ли, приезжать в Израиль. Это вообще последняя вещь, о которой я думаю. Я хочу просто быть человеком, и все. И очень грустно, что в наше время это становится чем-то как будто бы неосуществимым, сложным. И я периодически чувствую себя каким-то маленьким наказанным ребенком, которому еще наорала эта тетка в аэропорту, сказала: мы твою девушку сюда не пустим. И вот я сижу и не понимаю, как мне с этим жить, бороться, потому что реально как будто я что-то натворил плохое, и меня наказали, видите ли, на любовь. Кто так делает, кто наказывает на любовь, что за бред? Даже если я где-то кому-то что-то натворил, перешел дорогу, кого-то обидел или вел себя неадекватно из-за того, что меня вывели из себя, да? Ну, короче, не знаю, это меня очень сильно расстраивает. Не знаю, сколько раз я уже сказал о том, что все, что я хочу, это просто увидеться со своей девушкой, и все. Расскажи то, что ты хотела сказать про сожителей и саблеты. Опыт съема саблетов в Тель-Авиве. Это был один из тех саблетов, который я вот сказал, что нормальный, куда мы заехали. Я снял эту комнату специально, чтобы пожить в нормальной квартире с Полиной вместе, потому что у нас там квартира большая, а сосед должен был быть один. Короче, ситуация. Это было через небольшое время после того, как я потерял огромную сумму денег. После работы на стройке я перебрался-таки в Тель-Авив, мне помог человек. Я устроился на работу, и я у него в квартире жил, потому что он как раз-таки уехал, ему нужно было, чтобы кто-то за квартирой просмотрел. Я месяц где-то работал, жил в этой квартире, накопил денег, и у меня был выбор: снять комнату у одного человека, снять комнату у другого человека или пытаться найти квартиру. Квартиру на ту сумму, которая у меня была, я не смог найти. Ну, я повторюсь, я только что потерял все деньги, это месяц, по-моему, прошел, да, потерял все деньги, переехал все-таки в Тель-Авив. За месяц все, что я успел накопить, это были деньги и Полине на билет, и на новую квартиру, и на то, чтобы нам здесь пожить. Как бы, ну, сами понимаете, я в итоге снял комнату за 3500, помню. Билеты мне обошлись где-то в районе 1500, вот все остальное это было на какую-то нам жизнь с ней сверху. За месяц больше я не смог, к сожалению, потянуть. Ситуация в том, что я переезжаю в Саблет. Полина через несколько дней должна подъехать. Перевожу вещи, обустраиваю комнату. Полина там переезжала то ли завтра, то ли послезавтра. А парень, который третий в этой квартире был, он должен был уезжать завтра или послезавтра тоже. То есть вот эти дни, и он должен был уехать в армию, и все, и не появляться. А я жить со своим вот этим товарищем, который там второй остался. И все, мы должны были остаться вдвоем в квартире, плюс Полина на время приехала, на 2 недели. Что происходит? Этот человек, меня предупреждали, что он, ну, немного не в себе, но мне сразу сказали: он уедет. Я такой: ну окей, если уедет, то какая мне разница. Первый день я разложил все вещи по комнате. Я не любитель алкоголя, но сколько, ну, может, раз в году, может, раз в полгода я могу себе позволить что-то выпить. Вот тут эти баночки с джином есть. Я взял себе баночку с джином, решил выйти на балкон, выдохнуть, что я наконец-таки спустя месяц на своих правах, в комнате, да, может быть, с соседями, но в квартире, в которой я могу спокойно жить, не на птичьих правах там у знакомого по работе. То, что я реально снял наконец-таки место. Ко мне через пару дней приезжает девушка. Я выдыхаю, пытаюсь почувствовать вот эту нормальную жизнь, не говорю прям хорошую, нормально, что все в порядке. И вот я сижу, и выходит чел. Там была совершенно дурацкая ситуация, я не хочу просто углубляться в нее. Прошу мне довериться. Там не было ничего такого, чтобы человек пришел и начал угрожать мне катаной. Там был совершенно какой-то вопрос на тему, что можно делать в доме, что нельзя. И, соответственно, я это спросил. И человек через какой-то момент, видимо, подумал, что я все-таки, вопреки тому, что это нельзя делать, я это сделал, хотя я этого не делал, выходит вот так в коридор с катаной и говорит мне о том, что, типа, что меня здесь не должно быть через какое-то там в течение часа, иначе какой-то еще человек подъедет, меня отсюда вынесут, еще что-то. А мне, с одной стороны, смешно, потому что я в Израиле такого не встречал. С другой стороны, стрёмно, потому что я вижу, что мне предупредили, что человек не очень нормальный. И у него в руках катана. И как бы, если бы это еще адекватный, трезвый человек был, я понимаю. Но тут вопрос в том, что он псих, как мне объяснили.
И я не понимаю, чего от него ожидать совершенно. Я ему говорю, что я не собираюсь никуда уезжать, что типа я заплатил за эту комнату деньги, типа иди нафиг, ты вообще отсюда через день съезжаешь. Мы с ним там немного поругались, меня катаной в итоге никто не убил, как видите, никто не порезал, ничего. Но было неприятно. И потом этот человек терроризировал нас еще какое-то время. В итоге нам пришлось запереться просто в квартире в один из дней, не пускать его. Это уже, по-моему, после того, как Полина улетела. Да, как-то вот 2 недели, когда Полина приехала, он вот как-то все-таки абстрагировался и не появлялся, не сильно нам мешал. Было пару раз таких ситуаций неприятных, из-за чего мы там с Полиной даже поехали к друзьям ночевать, потому что чел, ну, неадекватный. Потом Полина уехала, и мы уже доживали вместе, и этот чел ломился в квартиру, и закончилось все тем, что он, там по камерам просто есть видос, он поднимается на самый последний этаж, где у людей пентхаус или что-то такое, на лестничной площадке, извиняюсь, писает на стены. Там еще вещи разложены, там типа как они на лестнице, видимо, как Махсан, поскольку последний самый этаж они сделали там как Махсан какой-то небольшой себе, оставили там какие-то коробки, какая-то старая обувь лежит. Он взял, скинул свои ботинки, надел чужие, я прям видел, что это New Balance какие-то, надел эту чужую обувь, вот так встал, извиняюсь, описал стены, взял вот так вот, столкнул краску, которая вот так начала растекаться по лестнице вниз, а потом взял маркер и начал вот так по этажам спускаться, ну, лестница идет же вот так, да, как бы по кругу, короче, вниз идет. И он вот так начал идти, спускаться и просто вести линию по всем ступенькам, периодически останавливаясь, что-то рисуя на этажах. В какой-то момент он написал, извиняюсь, самые популярные 3 русские буквы на стене, которые пишут. Я думаю, понимают все. Самое смешное, что потом сказали, как же задолбали эти русские, ну, в чате дома писали, как же задолбали эти русские, хотя парень всю жизнь живет в Израиле и вообще сам он с Украины. Ну, задолбали русские, как обычно. Вот, кстати, это про касательно того отношения. Мне кажется, реально, чуть что, сразу про русских думают. Никогда не подумают про каких-то, про молдаван, украинцев, про белорусов, первым делом русских. Ну, конечно, я понимаю, что это обобщают, что туда всех вносят, скорее всего. Мне как бы без разницы, но не думаю, что украинцам там было бы приятно, что их русскими называют. Не самое, думаю, сейчас приятное это в наше время. Мы еще пошли, написали заявление, что мы запрещаем этому человеку приближаться к нам. Это ему не особо помогло. Пару раз мы звонили в полицию, потому что его искали, он уже угрожал даже, что он приедет на базу, расстреляет всех, у него были сообщения об этом. Его в итоге закрыли в психушку, но на это очень много времени потратилось. Я говорю, 2 недели Полина была здесь, он угрожал мне с самого первого дня катаной. 2 недели мы с Полиной здесь были, и после этого еще 1.5 его пытались поймать, ездили, его искали, и, то есть они не могли его даже поймать нормально. Парень приезжал к нашему дому, стучался, они почему-то не могли приехать и забрать его, они именно звонили нам, когда он уезжал, они такие, в смысле, а почему вы его не задержали? В смысле, почему мы его не задержали? Человек неадекватный вообще, ну, то есть он в какой-то момент все перепутал, он купил каких-то щенят откуда-то, не пойми, привез их, я помню, проводил Полину, а он в этот день приехал именно в тот момент, когда я ночью уезжал провожать Полину в аэропорт. Он в эту ночь приехал с щенками. Я приезжаю домой, все, извиняюсь, засрано собаками. Он валяется полупьяный на диване, его щенки носятся по квартире, а квартира съемная, и с нее съезжает через там 3 недели. И это просто жесть. И вся земля валяется, воняет, все описано, потому что щенки прям маленькие щенки. Он их 3 взял откуда-то, не пойми. И, короче, у чувака какой-то психоз был, но у него проблема в том, что у него ПТСР, он очень много прошел в плане войны. Здесь у него ПТСР, он просто это не стал лечить, и за ним не стали следить. Кстати говоря, мне кажется, эту тему тоже можно поднять, потому что, ну, парень явно был угрозой для других людей. И я думаю, вот эти его слова его вполне могло переклинить, и он бы реально мог взять оружие и начать, ну, стрелять. Я говорю, он вышел на меня с катаной, я, честно, в моменте думал, что мне хана. Расскажи про вот вообще опыт жизни с разными людьми в саблетах. Честно, сейчас я тоже осмелился, снял саблет. И вполне нормально, адекватно, меня особо не тревожат ребята. Если и тревожат, то это по обоюдному желанию, мы друг с другом болтаем, что-то обсуждаем. И в целом все плюс-минус адекватно. Как бы, ну, у меня нет каких-либо претензий, но будучи жителем Израиля, надо быть готовым к тому, что вы можете подселиться к людям совершенно разного характера, совершенно разного типа. Они могут быть трезвыми и ненормальными, они могут быть ненормальными, потому что они ведут нетрезвый образ жизни, и причем там могут быть вещества совершенно различные, которые влияют на рассудок и на память, и, ну, то есть люди просто неадекватно себя начинают вести. Вот, в моей ситуации сейчас все окей. Я 2 раза пользовался саблетом.
До этого просто так получалось, что мы уже с друзьями жили, в которых я был уверен, и это было на самом деле отличное время, мне очень нравилось. Вот. А с новичками это, конечно, да, тут как бы 50 на 50, ты не знаешь, к кому ты заезжаешь, ты сегодня с ним общаешься, он адекватный, потому что с этим парнем я за пару дней до этого тоже приходил смотреть комнату, квартиру, и с этим парнем мы общались, и он меня, что-то мы спустились тачку перегнать, он такой, пойдем со мной, пофиг, прокатимся. Пообщался, ну, я видел, что он немного такой со странностями, но для меня это уже в Израиле было нормальным, я, ну, совершенно не думал, что там через 48 часов он будет стоять в 5 метрах от меня с катаной и говорить, что нафиг сейчас меня выкинет из квартиры, порежет, позовет какого-то там Хусейна, я не знаю, они меня из квартиры выпрут. Это реально было и смешно, и страшно. Плюс я был не очень трезвый, потому что, я говорю, я впервые там тоже за год выпил джина, сел и решил расслабиться. Выпил уже почти всю банку, и тут начинается вот это представление. И я такой, неужели алкоголь такой крепкий, что меня раз в год вот так вот разносит? Короче, это было совершенно что-то интересное. Не знаю, насколько я показался здесь в интервью искренним. Пару моментов у меня были, конечно, из-за стресса я мог не так выражаться. Мне действительно я немного переживаю. Плюс немножко контуженный после всего, что здесь произошло. Буду очень рад, если люди послушают мою музыку. Если им это еще и понравится, я еще больше рад буду. Вот, поэтому я оставлю у тебя никнейм, свой псевдоним. Инстаграм можно найти в Spotify, можно найти YouTube, можно найти Apple Music, можно найти Яндекс.Музыка, можно найти ВКонтакте. Везде моя музыка есть. YouTube-канал я делаю сейчас свой отдельно. И когда я наконец-таки поеду в Грузию, у меня там есть товарищ, собственно, это я просто про планы все еще рассказываю. У меня есть товарищ, который будет мне помогать с видеосъемкой. И сейчас я наконец-таки... У меня написано больше 30 песен, которые я буду выпускать в ближайшее время, и мы просто на них будем снимать материал, и я буду все постепенно выкладывать, и буду очень рад, если вы сможете меня поддержать, послушать то, что я делаю, потому что все это будет как часть, отчасти будет часть того, что я пережил в Израиле. Очень много там классных, интересных песенок будет, и классный, веселый я, который выжил и хочет жить, и просто строить жизнь со своей любимой девушкой. Все. Плохие времена порождают искусство. Плохие времена, зато какая музыка. Я вроде устал, но пишу дальше. Я дышу дальше. Я бегу дальше. Буду жить дольше. Все у нас плохие времена, и я их проживаю. Плохие времена, может, я порождаю, а может, так надо. Это мой путь, я ему доверяю. Я себе доверяю. Я смелся, когда вверх со склона.